Если вы регулярно смотрите наши передачи, то вы, вероятно, знаете, что у меня есть несколько некоммерческих проектов. Сегодня я решил сделать такой обзорный ролик и рассказать обо всех этих проектах. Как они устроены, какие результаты дали и чем могут быть полезны именно вам. Самый недавно запущенный мной проект называется «Приемная». Надеюсь, вам он ничем полезен не будет. Но это проект правозащитный. Суть его в том, что мы бесплатно предоставляем адвокатов преследуемым по политическим мотивам россиянам. Существует распространенное мнение, будто адвокат не сможет помочь, если дело политическое. И действительно, оправдательных приговоров по таким делам не бывает. Но я пообщался с людьми, знающими, как устроены такие процессы, и понял, что здесь здорово может помочь адвокат. Например, обвинение хочет посадить человека на 7 лет, а благодаря грамотной работе адвоката заключение заменяют штрафом, например, в 300 тысяч рублей. Такие случаи бывают и сейчас. Тем, кого уже осудили, адвокат тоже помогает. Он может навещать, обеспечить условия получше и связь с внешним миром. Может помочь отстоять право на свидание, на переписку, прекратить издевательства со стороны тюремного руководства. Все это очень существенно помогает тем людям, которые попали в заключение. И если человек уже оказался в колонии, ему нужна такая помощь. Тем не менее, более чем у половины политзаключенных нет адвоката. Хотя он мог бы спасти их здоровье, а возможно и жизнь. Речь не идет об известных политзеках. У тех адвокаты есть, и из-за известности смягчение приговора там маловероятно. Но есть простые люди, не активисты. Обвиненные за репост, за комментарии, за донаты в БК, за антивоенное высказывание. В медийном поле их нет, и поэтому адвокат часто может им сильно помочь. Собственно, цель проекта – найти адвоката как можно большему числу тех, над кем висит политическое уголовное дело. Административные дела со штрафами проект не берет, только политические и только уголовные. В любой точке России. Мы запустили проект «Приемная» чуть больше 2 месяцев назад. За это время туда поступило более 230 обращений. Большая часть обращений от людей, которые хотели помочь. Но были и те, которым нужна была помощь. 17 дел проект уже запустил в работу. 28 обратившихся получили юридическую консультацию. Проект отказал тем, у кого уже есть защитник, или у кого дело не уголовное или не политическое. С этим проектом сейчас есть 2 сложности. Во-первых, многие люди с такими уголовками находятся вне нашего с вами информационного пузыря. Это могут быть люди, которые знать не знают никакого Максима Каца, и тем более про его проект. Это также могут быть люди, которые уже смирились с положением вещей и не надеются, что помощь откуда-то может прийти. И нам нужно до них достучаться. Поэтому, если вы вдруг знаете контакты человека, на которого заведено политическое уголовное дело и который сидит без адвоката, или, может, кто-то из ваших знакомых знает, порасспрашивайте их обязательно. И если найдете, дайте ссылку на сайт проекта «Приемная». Ссылка есть в описании. Там есть вся информация и контакты. Вторая сложность – это непубличность проекта. Я не могу рассказать о делах, которые проект взял в работу, и о конкретных результатах, когда они будут. Любая публичная информация может навредить человеку и свести на нет работу его адвоката. Поэтому на первом этапе запуска проекта мы непублично нашли на него финансирование. Потом предложили помощь зрителям моего канала. Мы тогда принимали крупные пожертвования от $1000. Самое крупное 5000 было. И если вы хотите тоже помочь этому проекту, пишите мне в личку, пообщаемся. Пока в остальной России государство изо всех сил пытается поддерживать ощущение, будто никакой войны нет, часть территории страны живет буквально под бомбежками. Про это сейчас мало говорят, потому что подобные новости стали рутиной. Даже для жителей Курской и Белгородской областей, где каждый день в местных новостях сообщается о взрывах дронов или авиабомб, о погибших и раненых, о разрушенных домах. Очень большое количество людей лишились дома. В Белгородской области с приграничья эвакуировали 14 тысяч человек. Это только те, кого эвакуировали централизованно. Многие уехали сами. В Курской области в 120 населенных пунктов закрыт въезд для жителей, а более 6 тысяч человек живут в пунктах временного размещения. Мы посчитали, что по официальным данным только за апрель 2025 года в этих областях пострадали и были полностью разрушены 320 домов, часть из которых многоэтажки. Пострадали 83 человека, 9 погибли, сотни лишились дома. И подобные цифры мы видим каждый месяц.
Год назад мы решили попробовать хоть как-то помочь людям, которые находятся в этих приграничных регионах. Ну, или поднять этот вопрос как-то, чтобы российское государство им помогло. Увидев, что тут иностранные агенты, оппозиция помогают, может быть, и они за что-то возьмутся. Поэтому мы сделали проект, который помогал и помогает людям из приграничных регионов и из пунктов временного размещения найти жилье в безопасном месте. Возможно, начать там новую жизнь, а возможно, просто отдохнуть какое-то время. С детьми или с семьей, ну или самим. Так появился проект «Разместим». Идея проекта в том, чтобы соединить неравнодушных людей из России, готовых бесплатно предложить жилье беженцам, с теми, кому это жилье нужно на несколько дней или несколько месяцев. «Разместим» работает так. Если вам нужно жилье или вы можете его предоставить, вы пишете об этом в специальный Telegram-бот. Ваше объявление уходит на модерацию, и с вами связывается человек, который уточняет детали. Это нужно для базовой проверки, чтобы отсеять совсем уж сомнительные предложения. После этого объявление размещается на канале. Очень простой механизм, позволяющий людям быстро найти друг друга, чтобы помочь. Конечно, лично мы всех написавших объявления не знаем и не можем за них поручиться. Поэтому мы создали гайды безопасности для обеих сторон. На сегодняшний день модераторы обработали 1289 объявлений, совершили 2472 звонка и ответили в поддержке более чем 500 людям. В результате 945 объявлений были опубликованы, 704 от хостов, тех, кто предлагал жилье, и 241 от тех, кто жилье искал. Через наш проект жилье нашли как минимум 134 семьи. Многие из них с 2-3 детьми. Есть семьи с ребенком с тяжелым заболеванием или с особенностями развития. Есть и пожилые люди, которым требуется уход, и которые не могут жить в пунктах временного размещения. 134 – это только те люди, которые после переезда решили нам об этом написать. Вероятно, переехавших в безопасное место благодаря проекту гораздо больше. О проекте «Разместим» рассказал Noise MC в своем инстаграме во время наступления в Курской области. И, кстати, за первую неделю наступления тогда пришло более 150 заявок на размещение. О проекте говорили и Екатерина Гордеева, Илья Варламов, Леонид Парфенов, Юрий Дудь, писали разные СМИ. У издания «Такие дела» есть также интересная статья про жильцов «Разместим». Это истории семей, которые воспользовались проектом и переехали. «Разместим» все еще действует, и им продолжают пользоваться люди. Пусть не так часто, как во время наступления ВСУ в Курской области, но пока приграничные регионы не станут безопасными, пока люди не смогут вернуться домой, проект остается актуальным, и нам нужны средства, чтобы его поддерживать. «Разместим» существует благодаря пожертвованиям. И отправить их можно также по ссылкам в описании. В августе 2022 года я начал делать на канале некоммерческие объявления. По сути, мы отдавали рекламный слот, чтобы рассказать о независимом СМИ или благотворительном проекте, или некоммерческой организации, ну или просто о чем-то полезном. Насколько я знаю, я единственный русскоязычный блогер, у кого работает такая программа. Работает это так. НКО, СМИ, ну или какая-нибудь организация сами к нам приходят, дают бриф, то есть то, что нужно о них сказать, а затем мы совместно разрабатываем сценарий интеграции или пост в моем телеграм-канале. Точно так же, как мы делаем это с рекламными клиентами. Весь процесс производства таких интеграций идет целиком за счет канала, и мы занимаемся этим уже 2,5 года. Когда мы начали, война шла уже несколько месяцев. Государство вовсю прижимало некоммерческие организации и СМИ, делало все, чтобы лишить их финансирования и возможности продолжать работу. И, во-первых, мне захотелось помочь, ведь у меня есть аудитория, заинтересованная в том, чтобы в России оставались НКО и были независимые СМИ. А во-вторых, среди моих зрителей наверняка нашлись те, кому благотворительный проект может помочь. Или те, кому интересно было бы узнать о не столь широко известном независимом СМИ. Да и известным тоже иногда не помешает объявление. Поэтому мы вот запустили такой проект. За 2,5 года мы сделали более 75 интеграций. Расскажу о нескольких из них. Когда была объявлена мобилизация, мы рассказали о проекте «Вписочная», который помогал экстренно пересекающим границу россиянам найти жилье в Тбилиси. Потом запустили сбор средств на эвакуацию жителей Запорожья. Город тогда интенсивно бомбила российская армия. Эвакуацию проводил Запорожский благотворительный фонд «Счастливый ребенок». И с помощью нашей интеграции
Всего за один день удалось собрать $35 тысяч, что помогло вывести больше 600 человек из-под обстрелов в безопасную Варшаву. Мы делали интеграцию в проекте Young Folks, это молодежная организация в Риге, которая организует походы и лагеря для детей. Когда в Риге появилось огромное число беженцев из Украины, Young Folks стали им помогать. Открыли пункты помощи, пункт приема и передачи одежды. А за счет собранных с интеграцией денег купили машину для того, чтобы перевозить людей и вещи. Она была им очень нужна. И Young Folks наконец смогли ее себе позволить. Мы также помогли найти более 600 учителей-волонтеров и координаторов для проекта Samantha Smith Group, который обучает языкам детей из Украины. Мы объявили о поиске учителей и для другого аналогичного проекта Let's Shake Hands. После моей интеграции зрители перевели 370 тысяч рублей для Московского фонда помощи беженцам «Дом с маяком». Эти деньги обеспечили продуктами на месяц 32 семьи. Приложение «Эхо», где можно слушать выпуски без VPN, после объявления на моем канале скачало 1000 человек. На телеграм-канал «Верстки», которая появилась примерно за год до того, как мы о ней рассказали, мы привлекли 7000 человек. 1700 человек мы привлекли на канал «Говорит не Москва», который рассказывает о жизни в России за пределами Садового кольца. Интеграция Ковчега помогла закрыть почти треть расходов его проекта помощи российским иммигрантам, которые выразили несогласие с войной и вынуждены были бежать из страны. Мы рекламировали независимые СМИ, новостные приложения, YouTube-каналы, делали объявления о сборе донатов для разных независимых изданий, рассказали о 2 благотворительных аукционах. Делали объявления о сборе средств для пострадавших израильтян во время атаки Хамас, рассказывали о сборах на медикаменты, продукты и эвакуацию для украинских граждан, рассказывали об организациях, которые помогали беженцам из Украины в Грузии и в Польше, говорили о досуговом центре для украинских детей в Таллине и о немецком фонде, который организовал отдых детей из Украины на территории Германии. Рассказывали о самых разных фондах, которые ищут средства, и отдельных проектах, в том числе бесплатной психологической помощи, даже об ивентах. Просили пожертвовать деньги организациям помощи ЛГБТ-людям «Выход» и СК СОС, а еще НКО «Движение сознательных отказчиков» и «Идите лесом», которые помогают россиянам избежать военной службы, а также Институту Андрея Сахарова, Команде против пыток, Насилию нет, ОВД-Инфо, Роскомсвободе, агрегаторам проектов «Решим» и «Нужна помощь» и Диссернету, которые противодействуют махинациям в научной области. Еще мы разместили объявление о поиске сотрудника для проекта «Последний адрес», например. Мы уже дважды приглашали вас в школу прав человека имени Елены Боннер. Перед Новым годом мы каждый раз рекламируем онлайн-концерт «Мирные огоньки». Это уютная альтернатива голубым огонькам с антивоенными исполнителями. Кстати, им мы тоже делаем некоммерческие интеграции, чтобы поддержать тех, кто столкнулся с трудностями по политическим причинам. Мы рекламировали концерты «Луна», «Алоэ Вера», «Текила Джаз», «Би-2», спектакли Дмитрия Назарова и театр Жени Беркович «Дочери Сосо». Рекламировали бесплатную версию VPN от Роскомсвободы. Мы даже рекламировали книгу и онлайн-книжные «Медузы» и «Эхо», делали интеграцию в поддержке кампании по сбору средств «Медиазоны». Это не все интеграции, которые мы сделали, конечно. Мы продолжим это делать, а я также продолжаю, пока безуспешно, призывать других общественно-политических блогеров делать некоммерческие рекламные слоты. Мне кажется, это важно. Здесь еще отдельно скажу о ссылке «Как оживить YouTube в России», которую мы сделали, чтобы вы могли обходить блокировки. По ссылке вы найдете материал с подробными, работающими и бесплатными инструкциями для разных систем. Причем мы следим за обновлениями, постоянно возникают новые блокировки и способы их обхода. У нас все решения актуальны, и не нужно их отдельно гуглить и проверять, рабочие ли они, на десятки форумов. Сейчас эта ссылка есть в каждом посте моего телеграм-канала, где я анонсирую видео на YouTube. И с декабря 2024 года ее кликнули 750 тысяч человек. У меня есть еще 2 проекта, они задумывались как коммерческие, но я старался сделать их в первую очередь полезными зрителям, да и не только. Первый — это релокация. Когда россияне начали массово покидать Россию, стало понятно, что многие путаются в бесконечном количестве источников. Как, например, получить ВНЖ в Великобритании, перевести собаку в Испанию, отправить ребенка в школу в Южной Корее. Сколько будет стоить страховка или аренда, где искать квартиру. Поиск ответов на каждый из этих вопросов — целая задача. А если тебе надо выбрать подходящую страну из нескольких,
то нужен целый месяц ресерча, если не больше. Поэтому мы постарались сделать это за вас. Провели масштабный ресерч, изложили всю информацию по каждой стране кратко и понятно, со всеми ссылками на источники. Изначально у нас на сайте были баннеры рекламодателей. Ну и вообще мы там продавали рекламу, и на Ютубе продавали рекламу в связке с этим сайтом. Но сейчас проект этот существует целиком на средства канала. Информация на сайте постоянно актуализируется, появляются новые статьи. Еще там очень удобно посравнивать страны между собой. Где дешевле, где лучше медицина, где безопаснее, где проще легализоваться и так далее. Второй проект «Займись другим». Мы живем в эпоху перемен. Приходится уезжать из страны, на пятки наступают нейросети, и прежние профессии иногда теряют актуальность. Иногда еще и вкусы у людей меняются. Иногда с самого начала человек пошел не туда, куда мечтал. Причины могут быть самые разные. Однако факт есть факт, сейчас есть массовый запрос на смену профессий. Поэтому так популярны разные онлайн и офлайн курсы обучения и стажировки. Но, опять же, среди огромного количества предложений человек запросто может и потеряться. Он, может, трамвай мечтал водить всю жизнь, а ему курсы по питону суют. А тем временем в Европе очень даже не хватает водителей трамваев, а также грузовиков, автобусов и поездов. Некоторые страны даже предлагают свои курсы и ВНЖ в придачу. Поэтому мы думали сделать как с релокацией. Собрать кучу разрозненной информации, структурировать, ну и дать рекламу курсов, чтобы все это окупилось. Но прямо перед релизом «Займись другим» появился закон о запрете рекламы у иноагентов. Поэтому проект мы запустили уже как некоммерческий, за свой счет. Информация там тоже постоянно обновляется, можно пользоваться. В конце я хочу сказать вот что. Наверное, кто-то скажет, и будет в целом прав, что в масштабах России все это какие-то, не такие крупные дела. Они вряд ли смогут поменять что-то кардинально, вряд ли окажут какое-то масштабное влияние на события. Отдельным людям помогут, но вот про масштабное влияние. Но тут надо помнить две вещи. Во-первых, я обычный простой человек. Я пытаюсь сделать то, что могу с помощью тех инструментов, которые у меня есть. Мы не государственное министерство. У нас нет госфинансирования от какого-либо правительства. Мы не политическая партия и даже не некоммерческая организация. Я за свой счет с нуля создал этот канал, и сейчас, когда я не могу вести в России избирательные кампании, этот канал — единственный инструмент, с помощью которого я могу на что-то влиять. Так что, может, и немного, но что можем. Во-вторых, главная, конечно, наша деятельность — это изготовление ежедневной передачи про политику. На русском языке, от россиянина, с российским флагом в каждом выпуске. Мы стараемся адекватно, честно, независимо ни от кого рассказывать о происходящих в России и в мире событиях. Хотя бы один раз в 3 месяца нас смотрят более 10 миллионов уникальных зрителей. Количество ежедневных просмотров у нас в районе 1 миллиона в день, плюс-минус 20%, в зависимости от ситуации, от происходящих событий. Мы стараемся делать нашу работу хорошо и будем продолжать. А когда вновь появится возможность заниматься в России политикой, обязательно сделаем это. Спасибо, что смотрите. И отдельное спасибо тем, кто поддерживает. До завтра.